Я прям хочу, у меня идеал научиться стоять как вы. Серьезно, мне очень нравится. Мне нравится... Мне очень нравится... Ну вот если из постановщиков выбирать, Мэтью Борн, Мацек. Ладно, у Мацека мне не все нравится, Жизель мне не понравилась. Допустим, Ромео и Джульетта мне очень понравилось его. Мне нравится Живой из Мадинки. О, мне нравится Кристал Пай, она очень классная. Из танцовщиков это Янис Маршалл. Я никогда не перестану восхищаться этим человеком. Серьезно. Я знаю, что это баловство. И когда я к нему приезжаю на классы, прихожу, я такая, а теперь пришла, значит, у меня с утра хореография была до 6. И я такая к 7 приезжаю туда, и такая, а теперь отдохнем. И начинаю танцевать совершенно другое. Я восхищаюсь какими-то отдельными чертами. У меня нет какого-то прям человека, который я такая, хочу быть как он. Нет, такого нет. То есть в одном человеке я восхищаюсь одним, в другом человеке я восхищаюсь другим. Вот, и я пытаюсь как-то на себя все это переложить, чтобы создать какого-то... Я не знаю, я по гороскопу лев, я хочу быть идеальной, но не получается, я бешусь. Вот. Но я не знаю. Я пытаюсь становиться лучше благодаря другим людям, потому что я такая, вот, этот человек, он такой прям точно знает, чего он хочет, я хочу быть, вот, хочу иметь у себя такую же черту характера. Этот человек, вот, он добрый очень, я не добрая, я хочу быть такой же добрый, я восхищаюсь этим человеком, не знаю, нет определенного типа. Нет конкретного прям человека, который бы мне нравился вообще полностью весь. Есть какие-то черты, которые мне нравятся. Восхищаюсь. Большинство это, конечно, если в танцевальной сфере, это танцовщики разные, там балерины. Светлана Захарова. Это, наверное, самый такой для меня авторитет и мечта. Вот она такая тонкая, ребрышки, вот эти ребрышки, вот это для меня, наверное, самое такое, чего бы я хотела. Эти руки, да. Юлия Сергеевна. Юлия Сергеевна, конечно. Пластмасс, это вот любойский ник, Максим Чеплыгин из команды Predators, город Москва. Я не понимаю, как он может совмещать работу, личные тренировки, ребенка, жену, и ему там 30 с лишним лет, и при этом он чемпион мира, и он, куда бы он ни пришел, он показывает себя, какой он. Вот я на него хочу равняться, пытаюсь. Генри Форд, например. Гни свою линию, кто бы тебе ни говорил, да. 12 клапанов невозможно засунуть в двигатель. Ты возьми и сделай. Даже если тебе все отворачиваются, все равно взял и сделал, до сих пор все пользуются. Наверное, вот так. Что если настигнет время, когда придется либо один, либо прогнуться под всех, скорее всего, я выберу один, чем... Если мне не по душе то, что говорят остальные, я не буду говорить, да, хорошо. Главное, только не бросать. Я лучше буду один. Меня в основном вдохновляют и восхищают люди, с которыми я вот общаюсь вокруг меня. Я не могу выделить кого-то конкретного из вот всех этих людей, кто меня больше всего вдохновляет, потому что мне нравится, как танцует один там, в одном направлении, другой в другом. А третий чувак, он, например, вот круто все может делать, но недостаточно круто, как вот те чуваки, которые в одном направлении двигаются. Ну вот какое-то вот прям вдохновение на самом деле у меня, наверное, проснулось. Вот я еще переехала в Новосибирск, и я еще больше загорелась на самом деле. Я тогда горела после Перми. Меня вдохновили люди, которые были на этом фестивале. Вот до сих пор как помню, Полина Прокофьева,
Очень меня вдохновили эти люди, их современная хореография. Ну и все, я захотела расти дальше. И чем вот и сейчас в Новосибирске я прям больше копаю, стараюсь глубже, очень уже много читать информации про современную хореографию, про хореографию вообще, про любую, про всю. Я стараюсь смотреть видео, что-то читать, узнавать, и мне это очень вдохновляет. Вот вся эта вот любая информация, все видеоролики, спектакли какие-то, мероприятия в Новосибирске, импровизации, отчетные концерты по современной хореографии. Меня все это очень вдохновляет, после чего я прям горю. Вот. В общем, все вот это визуальное, вся любая информация, она должна нас вообще вдохновлять, и меня очень вдохновляет. Вот. Ну, естественно, люди. Еду я в автобусе, я очень люблю наблюдать за ними, как они сидят, как они чешутся. Вот как в каких-то их повадки, какие-то привычки, как они ругаются. В Новокузнецке все ругаются. В какой автобус бы я ни села, все они ругаются. И мне так хочется на них постановку поставить. Они это делают невероятно круто. Ну, незаменимы все эти ругани в Новокузнецке. Ну, где не пойдешь, все они ругаются. Ну, они ругаются так, с такой душой, так красиво. Им просто нравится ругаться. И ничего не поделаешь, мне нравится это. И даже это меня вдохновляет. Я даже сижу и улыбаюсь. Так классно ругаетесь. Вот мы с Дмитрием ехали как-то в трамвае, там мужики такой, вообще думали, они весь трамвай разнесут. И я запомнила долго, и мы с ним со смехом до сих пор вспоминаем. Когда ты сидел, и я не сидел. И вот эти вот все постоянно много всегда, это меня вдохновляет. Даже очень. Люди, любые их эмоции, и агрессия, и счастье, и радость, и слезы, и все их эмоции, меня все гнев вдохновляет. В ближайшее время меня вдохновил, воодушевил Гришковец Евгений. И вот его история мне вообще прям очень-очень нравится. Но вот именно я прочитала его биографию, очень огромнейшую. Его спектакли гениальнейшие просто. И вот мне бы хотелось сыграть в его спектакле. Вот в любом. Его идеи, они очень крутые. Ну, очень крутые. Люди, с которыми хочется идти по жизни, они как-то вдохновляют тебя на то, что ты решалась, например, год, два. А они пришли, и я такая вдохновилась, и все, у тебя прям пошло и поехало. Нужно встреча с интересными людьми, в основном. То есть я встречаю человека, который горит, который хочет двигаться, у которого куча идей, который такой, о, можно делать это, можно делать то, можно делать все. И это даже не обязательно, чтобы это был человек, связанный с хореографией. Абсолютно я такая, блин, классно, я тоже хочу. Вот. Либо иногда это какие-то фильмы, к примеру. То есть, если я нахожу фильм, опять же, какая-то я очень избирательная дамочка, потому что мне нравится не все. И если я нахожу фильм реально классный, который меня мотивирует, я загораюсь и начинаю делать. Но таких фильмов, к сожалению, очень много. Прыжки, туры. Слайды. Обожаю слайды. Что не трудно? Это мое все. Привет. Туры, всякие поворотики. Растяжка в классике. Я на ней помираю. Это сложно. На плече стойка. Нелюбимая ножу. Когда она умеет, слава. Этих долгих. Они вот так вот тряслись еще постоянно. Но у меня мечта с детства это автомобиль. Именно такая материальная. А если взять духовную, то никогда не быть в спокойствии, никогда не быть в умиротворенности, никогда не достигнуть цели, чтобы тебя всегда кто-то калашматил. Чтобы ты постоянно хотел двигаться, и что ты делал, чтобы не мог сидеть на стуле ровно. Экзамен сдать. Здесь я не хочу оставаться. И вот, наверное, закончу школу и хочу отсюда уехать далеко. Обязательно завести семью. Вообще я хочу научиться летать. Это моя мечта. Полетать. Не знаю, прыгнуть с парашютом. Я хочу ощутить себя в воздухе. Хочется, чтобы творчества в мире больше было, но его и так много. Я хочу научиться петь. Я очень плохо пою. Ну как, я слышу музыку,
я слышу, когда я лажаю, но я не могу это исправить, потому что я не знаю как. Вот. И еще меня выгнали с вокала в детстве. Я же ходила в 5-летний вокал, потом меня выгнали с хора, потом меня выгнали с сольного пения. Я такая, ну ладно. Вот. Но мечта все еще осталась. И я дома иногда мучаю всех своими вот этим вот. Вот. И хотела бы снять фильмы. Вообще, в принципе, ну попробовать себя. Я не хочу писать хореографию, но мне было бы интересно попробовать себя именно в театральной сфере, ну или там в сфере кино. Это классно. Просто сейчас, особенно вот когда я начала изучать актерское мастерство, это очень интересно. Это помогает и в хореографии, и как отдельный вид искусства, такой своеобразный. Я вижу там большой дом, большую там семью, там в гараже 2 большие машины. Ну, то есть я мечтаю о таком, ну, это что касательно материальных каких-то таких вещей. Мечтаю уехать отсюда. Это, наверное, мечта номер 1. Мечтаю? Это нельзя назвать мечтой, я просто хочу дачу себе. Ну, не знаю, я бы, наверное, не смог. Я бы, может быть, и согласился поначалу, но когда пришло бы время, наверное, я бы не смог. Так что, наверное, нет, я бы не согласился. Ну, наверное, да. Танцоры бесполые существа, и я считаю, что, ну, если создаются такие спектакли, я считаю, что это, наверное, что-то такое прям постыдное, что-то. Не надо, пока смущалась, пока бы отказалась. На данный момент нет, по определенным причинам. На данный момент, вот, в этом времени сейчас нет. А вообще, в принципе, почему бы нет? Ну, кто не рискует, тот не пьет, наверное, да. Наверное, я не люблю, ну, когда ставят спектакли, и там прямым текстом есть критика кого-то или, ну, каких-то поступков. В смысле, вот в лоб тебе говорят, что это неправильно. Ну, я считаю, что, ну, так неправильно делать, и что, допустим, можно даже сказать, ну, не сказать там, затронуть эту тему, но не прямо в лоб, чтобы не было вот прям такого, я не знаю. Наверное, жесты какие-то непозволительные в обществе, но это и так понятно. Все, что связано с физическими контактами, с испражнениями, с показыванием гениталий и всего остального. Поверьте, это современные хореографии, вы просто не видели. Я не буду на это смотреть, и если бы была воля и возможность, вообще бы запретить такое. Я хочу карьеру. Карьера. Между семьей и карьерой я карьеру не выберу. Я бы никогда не выбрала, никогда бы не бросила хореографию ради того, чтобы там выйти замуж. Я бы выбрала его, но долго бы мы так не протянули. Потому что, ну, я вот такая, извини, хореография для меня важнее. Сказали, молчат, молчите. В плане жизни я бы, скорее всего, сказала, делайте то, что хотите, то, что не запрещено законом. Тянуть стопы. Я могу долго перечислять колени, стопы, живот. Ну, наслаждаться моментом, брать от жизни все. Но это про жизнь, да. Про хореографию есть. Я бы пожелала оставаться с Юлией Сергеевной, с любимой же Юлечкой Сергеевной, потому что она очень многое дает. Нужно быть здесь и сейчас, не метаться от одного коллектива к другому, вот, знать, чего ты хочешь. В общем, наслаждаться танцами, наслаждаться то, что тебя окружает. Дружить со всеми, любить друг друга, не ссориться, всем жить дружно. Стараться. И слушать Юлю. Ну, смотря на них, то им бы не помешало сделать самосохранение, ну и заниматься побольше, да. Хочу, чтобы лично у вас все сложилось так, как хотите. Все ваши планы
маленькие, хочу, чтобы, наверное, сразу определились, чем раньше, тем лучше, кем они хотят быть, и шли к этой цели. И хочу, чтобы всех вокруг преследовала удача, потому что это очень важно. Стоп тянуть, колен тянуть там. Не пропускать тренировки никогда. Слушайте Юлию Сергеевну всегда. Терпение, терпение. Все придет. Чтобы работали над собой, старались. Кайфовать и получать удовольствие от того, что делается. От преподавателя получать удовольствие. Ну, вообще, во всем, что чем кто-либо занимается, можно получать удовольствие, стараться по максимуму. Даже если это не приносит удовольствия, попробуй сделать так, чтобы приносило. Тот, кто говорит, что нельзя прыгнуть выше головы, неправда, можно сделать сальто.